большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня у нас классический французский пирог, который называется киш Лорен. «110 граммов сливочного масла, оно у меня только из морозилки, нарезаем его кубиками. Я буду делать тесто в блендере, поэтому я нарезаю кубиками. Если вы будете вручную, то можно натереть масло на терке, постоянно обмакивая его в муку. В блендер я засыпаю 210 граммов обычной пшеничной муки. Сюда же закладываю кубики сливочного масла. Берем одно крупное яйцо, оно тоже должно быть холодное. Добавляем к нему 1/3 чайной ложки соли и 1/3 чайной ложки сахара. Перемешиваем. Засыпаю сюда крошку, которая у нас получилась. Замешиваем тесто сначала вилкой, потом, конечно же, будем замешивать руками, но главный принцип в том, что чем меньше мы трогаем это тесто руками, чем меньше тепла мы передаем этому тесту, тем более оно будет рассыпчатым в итоге у нас получаться. И теперь объединяем тесто в шар. Под действием тепла рук сливочное масло начнет таять и будет все более и более податливым тестом. Но если вы видите, что оно у вас все равно очень сухое, то вы можете добавить сюда совсем немного ледяной воды, буквально 1-2 чайные ложки. Смотрите, не переборщите. Вот, тесто хорошо объединяется. Тесто мы не вымешиваем, а просто собираем в ком. Теперь его в пищевую пленку и в холодильник на 15-20 минут. 200 граммов шампиньонов нарезаем произвольно. Очень хорошо прогреваем сковородку и отправляем шампиньоны. Когда у вас сковородка хорошо разогрета, то они не будут пускать влагу, а начнут сразу же хорошо поджариваться. Шампиньоны перчим по вкусу и солим. Когда вот такой сильный огонь, то влага сразу же испаряется, и, как видите, шампиньоны хорошо жарятся. Также мне понадобится 300 граммов копченого куриного мяса. Можно использовать, конечно, обычное сырое куриное мясо, его предварительно нужно обжарить, но я хочу получить вот такой вот вкусный копченый пирог. Куриное мясо нарезаем такими же кусочками, как у нас и получились шампиньоны, то есть достаточно меленько. Мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука. Вместо зеленого лука вы можете использовать обычный репчатый лук, но тогда его также лучше обжарить предварительно. – 120 граммов сыра натираю на крупной терке. Тесто достаем из холодильника и сразу на пергаменте начинаем его раскатывать. У меня диаметр формы 26 сантиметров, поэтому я буду раскатывать приблизительно круг диаметром 28-29 сантиметров. Вот снизу у меня основание формы, и теперь я вот так вот заворачиваю края. Это чтобы можно было приспособить обычную форму разъемную для выпекания таких пирогов. Так, и теперь формируем бортики. Это один из самых простых способов, на мой взгляд, перенести тесто в форму. И теперь стараемся ровно отрезать все эти неровные края. Духовку уже поставили прогреваться до 200 градусов. Тесто накаливаем вот так вот, накалываем вилкой. Укладываем внутрь пергамент и засыпаем груз. У меня это горох и чечевица, я специально их использую всегда для таких вот пирогов. Этот груз необходим для того, чтобы корж при выпекании не пузырився. Выпекаем 15 минут при 200 градусах. Тесто у нас немного подрумянилось. И выкладываем сюда начинку. Лучок не забываем. Да, и сыром тоже. Можно так прямо перемешать, чтобы все распределилось более-менее равномерно. Берем 3 яйца, 200 грамм сливок. У меня сливки жирностью 15%. Можно брать 20, можно даже 33. Но хватит и 15. Немного черного молотого перца, совсем немного соли, потому что у нас уже
все соленое. Хорошенько перемешиваем венчиком, чтобы у нас получилась однородная масса. И очень аккуратно заливаем этой смесью пирог. И быстренько отправляем в духовку, прогретую до 180 градусов, на 35-40 минут. И вот пирог готов. У меня произошла небольшая авария. Видите, здесь вытекло немного вот яично-сливочной смеси, ну потому что это не подходящая форма. Но в любом случае все получилось очень и очень вкусненько. Даем ему остыть до теплого состояния, потому что он еще такой живой. Прошло буквально минут 15-20, и пирог уже достаточно остыл. Серединка уже стала твердой. Я прохожусь вот так вот по бокам и буду его освобождать из формы. Вот так вот. Вы только посмотрите, какая красота. Мне кажется, этот пирог станет украшением любого праздничного стола и покорит ваших гостей своим вкусом, ароматом и внешним видом. Давайте пробовать, потому что пахнет очень вкусно. Вот здесь хрустящее тесто. Как видите, оно даже ломается. И поднимаем, смотрим. Сейчас я буду пробовать. Божественно вкусно. Начинка просто супер, ну я думаю, что это и так понятно. Курочка, грибы, лук — это бесспорно очень вкусно всегда и выигрышно. Но еще вот это тесто, которое буквально тает во рту, такое мягкое, хрустящее, нежное. И вот снизу оно пропитано вот этой начинкой, очень вкусно. Еще один важный момент: подавать этот пирог нужно обязательно в теплом виде, тогда он самый вкусный. Я же прощаюсь с вами, надеюсь, что этот рецепт вам пригодится. Всем пока, до новых вкусных рецептов.